Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте, с вами вновь я, Костян. Сегодня у нас неожиданно так после обеда потеплело, минус 35. Но это, думаю, единственный шанс на протяжении этой недели, в которой я могу выскочить, чтобы не сильно было холодно. Потому что там потом за 40 до 50 и ниже. Короче, сегодня абсолютно новый контент, на новую камеру, на новые мормышки, на новую наживку. Но это очень недолго, эту рыбалку я снимать не буду. Мне просто нужно наловить наживку, не живца даже, а просто наживку. Ладно, не будем трындеть, будем ловить, а потом двигаем на основную рыбалку. И это будут не переметы. Ну что, друзья, наживка наловлена. Кстати, 80% из этих ёршиков я поймал на опарыша. Берут они его вообще прям активненько. Ну и все, заканчиваем ловлю наживки и едем к основному месту рыбалки. Ну что, друзья, все этого давно ждали. Да и сам давно этого ждал. Сегодня будем затапливать новую печь. Печь я выбирал очень долго, так как меня не устраивает ни пешеходка, ни от берега. Я искал свою печь, искал, чтобы конструкция меня полностью устроила. Конструкция, размер для моего багажника на снегоход и все прочее. Перекопал кучу форумов. Ну и нашел для себя вот такую печь. Модель эта не новая. Блин. Так. Пока закройся. Очень не новая, ее давно производят. Так что она проверена, испытана. Я лично ее еще не проверял. Не знаю, как она работает. Так. Все холодное. Наверное, потому что мороз. Железо накалилось. Вот такая печь от фирмы ТМФ. Называется она Шеврон. Вот эта моделька. Думаю, все догадались уже, почему это. По ее такому конструктиву. У нее, по-моему, 4 или 3 перехода. Разные секции разного обогрева. Думаю, даже искрогаситель для нее не нужен. Я так думаю. Смотрел там сразу себе под новый дом. Они там и занимаются и котлами, и каминами. И для бань печи. И цены, в принципе, нормальные. Короче, меня там все устроило, только я маленько ступил. Сначала заказал печь и конкретно не посмотрел комплектацию, а там в комплектацию не входит ни вот такая штука, ни вот это колено. Пришлось дозаказывать. Из-за этого я сидел, выжидал, пока мне придет эта штука. Это вот вчера она мне пришла по почте. Короче, собираем печку. С ней идет 4 трубы вот такого размера. Ножки и винтики. Вся комплектация. В принципе, больше ничего и не надо. Но у них в паспорте прям написано там, что если вам необходимо что-то как-то, то надо докупать вот эти. Или еще трубы, или колено. Короче, что кому нужно. Я это сразу не прочитал. Протупил. Из-за этого пришлось мне ждать. Вот это, в принципе, прикручивать не обязательно. Я дома пробовал. Ставил ее в палатку. Подгонял, смотрел, как трубы сойдутся, не сойдутся.
Так, тут резьба у нас не сошлась. Может, ножка не та. Может, еще чего. О, эта ножка сходится. Посмотрим ее в действии. Ну, думаю, я не ошибся с конструкцией. Печь длительного горения. Даже, по-моему, гарантия там какая-то на нее есть. Это тоже не важно. Так. Ну, вот все-таки одна ножка не совпадает с дырочкой. Это мы дело устраним дома. Маленько рассверлить дырочку и все дела. Уже хочется уже тепла прям. Не. Ладно, оставим это так. Сильно это не заморачивает. Сейчас все установим и будем затопку делать. А так, ножка никуда это не денется. Так. Есть вот такая штука. И это радует прям. Есть колосник тут. Где-то с миллиметр, наверное. Может, 1,5 толщиной. Стальной. Так, крышечка. Ну что, соберем трубки. Что, блин, подзабыл, сколько мне надо штук-то поставить. Сейчас все прикинем. Еще раз. Все подгоним. И все будет окей. Вот я это не взял только железку с собой, чтобы палатку загородить, стену. Но думаю, брезента хватит. Вот это колено маленько не совпадает тут, потому что я заказывал вообще с другой фирмы их. Так, ветер у нас туда. Сделаем вот так. Тут тоже надо еще доделывать. Делать разделочку какую-нибудь, чтобы вот так вот. Или какую-нибудь ширинку просто сделать, чтобы раз просунул и все туда. Я так думаю. Ладно, пойдем поставим еще там на улице трубки. Не знаю, сколько мне надо. Какая у нее тяга. Ничего не знаю. Солнышко уже закатывается. Так. Сейчас посмотрим. Главное, руки не обморозить об железяки. В нардочке маленько помялась. Так. Я когда заказывал, у меня были трубы просто от другой печи. И я думал, они подойдут по диаметру. Но это было на глаз, как всегда. Думаю, так хватит. Как вы думаете? Да, наверное, хватит. Тяга, наверное, будет. Вот как вот у меня от старой печи трубы. Тоже тут такое колено. Ну, диаметр не совпал. И, короче, я решил просто заказать и подождать. Так. Вентиляция будет. Если что, можно заткнуть чем-нибудь. Первый выход всегда, наверное, так. Ладно. Розетку. Лучинки. Дровишки. Первый выход печи в свет, так сказать, на рыбалку. Блин, я буду просто счастлив, если все будет комфортно. Опа, фонарик что-то моргает. Вроде там все заряжено у меня. Так. Щепочки тут есть маленько. Мелкие. Дрова вот.
Не знаю сколько сантиметров, 25, наверное. Такие, короче, напилил. Наколол новым топором. Кстати, топор дровишки колет замечательно. Только в путь. Не помню, сколько у нее емкость по кубатуре. Вообще не помню. У меня, кстати, наклейка там сзади была, я ее сейчас отлепил. Шеврон. Объем камеры сгорания 9 кубических дециметров. Весит печь 8600. Что же ты у меня моргаешь? Холода немецкий фонарик, что ли, боится? Дрова пока так с мешка высыпал, потому что сухие у меня были снизу. Маленько тоже не продумал, дома собирался, когда собирался очень быстро. Не продумал. Надо было их сверху ложить, чтобы мешок не высыпать. Короче, заложим сейчас сухими дровами полную топочку. Ну, вроде как все. Ну что, друзья, момент истины. Так. Ну ты разгоришься, там нет. За плотником у меня так получилось все. Блин. Ну давай вот так. Подачку увеличим. У нее, короче, тут куча переходов. Чик-чик. Не знаю, как вам объяснить конструкцию. Ну, она вообще, блин, для меня это прям идеал. О, загудело. Все ништяк. Глянем на улице. О, дымок попер. Ладно, дальше мы укладываемся. Поднимем полы. Так, что нам еще надо? Тормоза или добур. Лунки я еще не готовил, а уже пора бы. Не собирался я сегодня, опаздываю, короче, со всем этим делом. Но думаю, не опоздаю до конца. Еще определиться надо будет, где буриться. Оба, уже жар попер. Класс! Ну все, значит печь работает. Отлично, друзья. Все, закупориваемся. А нет, еще не закупориваемся, еще надо взять ершей своих сюда скидал. Так, это сейчас дрова приберу и буду буриться, прикидывать, где это сделать. И пока отключаюсь. Красочка еще обгорает, видать, какая-то. Есть контакт, будет тепло. Ну все, друзья, до встречи. Сейчас я все это приготовлю, снимать не буду. Короче, я рад. Она горит. Она работает. Сейчас подождем, пока разгорится, потом задвину поддувало. Все ништяк. Лишь бы стенку мне там не проплавить. Остальное, думаю, фигня. Надо с собой какую-то железячку, отражатель увозить.
Но я говорю, я сегодня не собирался просто. Я просто не был готов. Ну да ладно, ладно, продолжаю я все готовить. А то я что-то уже заболтался и не успею ничего сделать. Так вот маленько полы кинул. Тут прикрыл. Здесь оставил, чтобы налима выкидывать. Кресло теперь надо поудобней покупать. Повыше, чтобы можно было долго сидеть. Так. Ну, начнем рыбалку с чая. Чай с шоколадкой. Приехал я не на всю ночь. Буду сидеть примерно, ну, до часа, наверное, ночи. Проверю, когда налим будет подходить. До утра не буду сидеть. Я сегодня не так уж сильно выспался, чтобы здесь заседать. Ну, посмотрим. Так. Темный. Жена мне темный шоколад положила. Люблю темный шоколад. Сейчас по-быстрому чайку глотнем и начнем рыбалку. Сразу это, друзья, если кто-то захочет заказывать такую печь, сразу рекомендация. Я, конечно, об этом не знал, но, блин, предполагал, что так будет. Потому что она, когда мне пришла, она была в смазке. И это все начало обгорать. Пришлось в срочном порядке открывать обе двери, проветривать все. Ну, сейчас обгорело, все отлично. Если чуть приоткрыть поддувало, блин, она краснеет моментально прямо. И сзади все-таки надо, если вот в палатке топить, надо делать экранчик там. Ну, думаю, сегодня брезент меня спасет. А в следующий раз экранчик у меня будет ездить в Нартист. Глубина 5 метров. Сегодня я сел примерно, где заканчивается мой этот перемет длинный, который в последнее время ловит. Ну и будем надеяться на удачу. Пока Ершей рыбачил, шоколадка промерзла. Ну я уже разделся. Куртку, шапку снял. Мне уже комфортно. Чуть-чуть щелку поддувало, оставил открытую. Больше открываешь, она сразу разгораться начинает. Нехило так. И дрова у меня, видите, сухие. Надо брать отдельно сырые с собой, чтобы шаяли потихоньку. В принципе, до конца закрываешь. Она кое-как там тлеет. И жару достаточно. Боковушки вот так у нее сделаны. Прям тепло вот так выходит. Точно шеврон. Вот эту штучку, не знаю, видно, нет, покупал. Все-таки она нагревается. Ну, палатку не должна, наверное, поплавить. Короче, буду ее дорабатывать. Сделаю еще слой, асбесту обмотаю. Еще слой нержавейки сделаю. На хомутик все закреплю. Так, в принципе, рука держит, может, не расплавит. Фу. Короче, надо этот сэндвич все-таки дорабатывать. Заказывал я его в другом магазине. И тут, в принципе, сэндвича-то никакого нет. Трубка, стоечки и еще одна сверху трубка. Короче, недостаточно она защищает. Это если вот стоит какая-то разделка специальная с несгораемой ткани, тогда она будет отлично прям. У нас спросил, не продается такая ткань. Ну да хрен с ним, пока. Я сделал с жестянки. Так что-то не доклепал нифига ее. Короче, все это доработается. Ладно. Как говорится, трындеть, не кули ворочить. Начнем рыбалку.
течение здесь. Ну да, что говорить-то, перемет такой длинный стягивает. И конус маленько сносит. Потом потеплеет. Уже конкретно продолблю лунку хорошую. И посидим всю ночь. Можем вдвоем посидеть, Саню пригласить. Получается, если вдвоем сидеть, вот тут возле сбоку, возле печки раз, лунки сделал. Все, здесь сиди свободно. Вдвоем места хватит. Может, жена захочет прокатиться, порыбачить. Она с осени сколько просилась. И что-то ветра постоянно были, я ее не брал. Так, надо посмотреть, что там. Наживка оттаяла, нет? Ерши успели промерзнуть насквозь, пока я туда-сюда собирался. Не, все. Оттаяло, все отлично. Все, будем ждать поклевку. Вот, друзья, первая поклевка. Оп. Есть на ремяха. Ова. Уже не зря. Так, время надо посмотреть. Что со временем? Так, этот хвостик еще чуть-чуть помочу, он свеженький. Блин, порвал. Так. Глянем время. Что у нас тут? Время у нас 5:30 вечера. И первая поклевочка. С печкой все-таки, друзья, кайф. Если что-то шумит, так это дрова в печке потрескивают. С полами, конечно, было бы лучше, но тут все равно холод идет от снега. Но в следующий раз застелю полы как положено. Просто маленько неудобно будет, лунка расположена. Вернее, лунка-то расположена будет удобно, вытаскивать будет. Как бы не сильно удобно. В принципе, это тоже можно решить. Можно сесть. Да, все нормально. Я, блин, зря я тупанул маленько. А, нет, у меня окошки только 1 квадрат там открывается. Получается, лунка вот будет там, как раз где ерши лежат. Так бы была бы здесь. И было бы вообще четко. Короче, пол надо, наверное, попробовать доработать. Тоже неохота, блин, дырки прорезать в нем. Лишние дыры, блин, чай пролить. Лишние дырочки не хочется. Что-нибудь подумаем. Думаю, придется все-таки резать, чтобы для удобства было. Как-нибудь клапанок сделать. И все. Ну, получается, топка у меня одна уже сколько? Где-то около 1,5 часов. Это сухие полежки надо подкидывать, там уже прогорело. Я так думаю, жар еще видно через поддувало. Дымком пахнет. Кайфово. Сейчас заложим топочку. С первого раза-то все не поймешь. Какие дрова нужны. Как что. Ну, сейчас все это дело обрулим, разузнаем. Угу. Давай,
Тепла печурка. Еще была поклевочка. В этот раз слабенько. О, вот здесь он еще. Что-то сомневается. Наживку все равно надо после каждого налима менять. Чем сопливее, тем вкуснее. Пощупал и не стал брать. О, здесь он еще. Нет. Давай, родной. Хапни так, чтоб я испугался. Что-то не понравилось ему. Вот поклевочка еще, друзья. Опа! Есть! Эх, блин, нафиг! Полпути ушел. Ну ничего. Всяко бывает. Что это такое осталось? Кусок губы его, что ли? Ладно. Рыбалим дальше. Еще удар. Друзья, есть такой хорошенький ударчик был. О, чуть покрупнее. Спокойно, дружок. Прям хапнул. Резко так. Есть рыба. Ладно, перенаживимся. Еще клюет, друзья. Трогает, трогает. Ну давай. Такое как подщипывает. Оп-оп, стучит. Нет. Подсечка нужна резкая, чтобы пробить ему челюсть там. Как нормально прихватит. Блин, не вовремя. Что-то неохотно как-то. Вроде хвостик свежий наживил. Ну-ну, еще не ушел. Трогает. Какой-то не голодный, что ли. Ну давай, еще раз ударил. Мелкий, наверное, совсем. Ё-моё, стоит, вот он здесь. Чувствую, как по нему скатывается конус. Не берет. Трогает. И все. Надо было бурануть еще одну дырочку под это. Под жерлицу. Ай, елки-палки. Прищепил, видать, за край. Ё-моё, ну сейчас, по-моему, уколол. Да, все, не слыхать его больше. Нет, вот он. Опять тут. Блин, стоит, там только место занимает какое-то. Ладно, поставим сейчас стоячку ему. И отрежем кусочек легкого. Попробуем туда поддеть. Может уговориться быстрее. Ему хвост, он неудобно повис как-то. Ну да ладно. Это, видать, маленький был, не наш.
тебе вот деликатеса. Вот была поклевочка. Опять, но слабенькая. Блин, нафиг. Сорта вытащил, что ли. Что-то фонарь у меня немецкий сдох. Очень быстро. Первый раз, когда брал его с собой, надолго хватило. А тут все почти не светит. Кончился что-то у него свет. Так клёва конкретного так и нет. Вот взял. Вот. Вот он. Вот он. Ну давай, залазь. О, молодец, хорош. О, есть бонус. Оба. Видите? Губу всю разорвал ему. Он почти сорвался. Повезло. Так. Свежий кусочек надо отрезать. Блин, со светом тоска прямо. Для прошки еще есть с собой фонарик. Powerbank есть. Так что ладно, не пропадем. Блин, на этот фонарик вообще надеялся прямо. Он раз и отказал. Заряжен полностью был. Не знаю, что за беда такая. Первые разы-то вообще отлично прям светил. И тогда мне намного времени его хватило. Опа. Так. Сейчас вернемся к этому процессу. Не знаю, как будет видимость для вас. Тот фонарик, тоже его надолго не хватит. Там все равно от этого батарейки, получается, под потолок засовываю. На улице сейчас уже 40. Это как пить дать, так как обещали вечером, что уже все замерзнет. К утру там вообще нормально вывалит. Ну, бонус есть. Это уже радует. Посидим, поконтачим. И я думаю, пора чай попить. После такого обмыть его чаем. Сейчас бы это медовуха не помешала, но за рулем нельзя. ГИБДД бдит. Блин, чуть контачку не сперли. Пока батарейку на зарядку ставил. Кто-то у меня хотел ее унести. Смотри, что даже настоящую взял. Блин, прокараулил я. Пока туда-сюда все это дело. Да ладно, батарейки тоже заряжать надо. Была поклевка слабенькая. Оп, берет. Оп. О, небольшой. Оп, сорвался. Ну ладно. Не наш был, он все равно маленький был, наверное, с килограммчик. Перенаживимся. Свежую колючку ему сопливую подвешиваем.
Мелкий налим сразу чувствуется. Поклевка слабенькая. Не один раз кидаться. Вертушку прогревают, подымали, круг дали. Это точно все, уже мороз конкретный. Разгреют. И всегда на стреме стоит. Вдруг этот санрейс какой вызовут. Куда в деревню? Наверное, я все-таки не просижу, сколько запланировал. Что-то у меня на этом стуле уже спина устала. Надо было с дома брать этот домашний, высокий, раскладной. Так клюет раз в полчаса вот поклевка. Активного клёва не было нифига. Ну что, друзья, ладно, буду я собираться домой. Клёва вообще никакого нет. Тут сколько я просидел, уже 2,5 часа, хоть бы одна поклевка. Весь итог, как вы видели, от печь отработала на ура прямо. Я не пожалел, что я ее приобрел. Кстати, делают их в Новосибирске. Спасибо вам, Новосибирск, за то, что сделали такую конструкцию. Я не ошибся в своем выборе. Ну и в принципе это не реклама, друзья, испытано, могу рекомендовать. Так что если кому вдруг приглянулось, смело можно заказывать. На всякий случай оставлю ссылку, где я покупал ее. Ну а там с трубами, если кому надо, разберетесь, наверное, просто по диаметру подбирать и все. Буду собираться потихоньку, пока она тут догорает. Пойду снегоход прогрею, там еще какой-то хиус начался непонятный. Все тут приберу, соберу. Так, и что у меня получается? Так, за 5,5 часов у меня ушло почти полмешка полешек. В принципе, немного для 40 градусов минуса. Все отлично, меня все устраивает. Ну и как всегда с вами был я, Костян. Как всегда с вами был канал «Это не диалоги о рыбалке». Когда-то мы с вами вскоре увидимся на реке, не знаю когда, потому что морозы сейчас зажмут еще больше. И ну и нафиг, я даже сейчас не знаю, насколько у меня промерз снегоход там. Ну, стоит под чехлом, думаю, потихоньку раскочегарю. У меня масло просто залито, там полусинтетика, она до минус 40. Так что тут маленько уверенность пропадает. Синтетики у нас не продают, так что льем что есть. То, что закупили. Надо, блин, закупать несколько банок синтетики на морозы как раз. Ну, удачи всем на реке. Ни хвоста, ни чешуи вам на ваших водоемах. Думаю, скоро увидимся. До свидания, друзья. И пускай вам повезет больше, чем мне.